Что делает жизнь осмысленной? Можно ли быть счастливым, не имея свободы выбора? Эти вопросы волнуют людей веками, но задумывались ли вы, что в природе существуют цивилизации, где подобные вопросы даже не возникают? Муравьи. Они живут по строгим правилам. Каждый играет свою роль, и их колонии существуют веками. Но означает ли это, что их жизнь бессмысленна? Сегодня мы попробуем разобраться, что муравьи могут рассказать нам о природе свободы, предопределенности и смысле существования. Когда мы смотрим на муравья, нам кажется, что это просто крошечное существо, бегающее по своим делам. Но если отступить на шаг назад и взглянуть на весь муравейник, становится ясно. Это не просто скопление насекомых, а сложная, отлаженная система, которая действует как единый организм. Муравьиные колонии не действуют по строгим правилам, а гибко распределяют задачи. Например, муравьи избегают перегрузки, принимая решения вместе. Когда колония ищет новое место для гнезда, каждый муравей осматривает только небольшую часть вариантов, а вместе они находят лучший. Такой подход похож на коллективный разум, где группа справляется с задачей лучше, чем отдельные особи. Вместо того, чтобы полагаться на нескольких знатоков, муравьи делятся информацией, и благодаря этому их система сама адаптируется к изменениям. Но что если сказать, что ни один муравей не принимает решения так, как это делает человек? Они не размышляют над выбором, не планируют будущее и не осознают себя как отдельную личность. Вместо этого их поведение управляется простыми правилами, основанными на запахах, контактах и внешних сигналах. Например, если муравей находит пищу, он оставляет феромонный след, и его собратья автоматически следуют за ним, создавая целые караваны охотников. Если путь становится опасным, сигнал тревоги передается так же быстро, и муравьи меняют стратегию. Этот механизм я хочу назвать муравьиным детерминизмом. Он означает, что каждая особь действует не по собственной воле, а по строгому алгоритму, заложенному природой. Но удивительно то, что вся семья в целом проявляет нечто похожее на коллективный разум. Муравьи способны строить сложные структуры, находить оптимальные маршруты к пище и даже адаптироваться к изменяющимся условиям, словно управляемые одной невидимой силой. И тут возникает интересный вопрос. Если муравей живет, не задумываясь о своих поступках, можно ли назвать его свободным? С одной стороны, он полностью подчинен своим инстинктам, но с другой – свободен от сомнений, тревог, сложных решений, которые преследуют людей. Может быть, в этом и кроется настоящая гармония. Человечество веками восхваляет свободу. Мы считаем ее фундаментом осмысленной жизни. Стремимся к независимости и праву самим решать свою судьбу. Нам кажется, что именно выбор делает нас счастливыми. Но так ли это на самом деле? Чем больше возможностей перед нами открывается, тем сложнее становится выбор. Каждое принятое решение несет за собой сомнения, страх ошибки, а порой и сожаление. Мы анализируем прошлое, переживаем за будущее, а в результате можем застрять в бесконечных раздумьях, не успев по-настоящему насладиться настоящим. А теперь посмотрим на муравьев. Их судьба предопределена с самого рождения. Кто-то становится рабочим, кто-то солдатом, а единицы получают роль матки. У них нет выбора, но нет и тревоги. Они просто выполняют свою задачу, не сомневаясь в ее правильности. Муравьиный коллективный разум позволяет решать невероятно сложные задачи, строить гигантские муравейники с продуманной системой вентиляции, находить кратчайшие пути к пище, защищать свою территорию и даже вести войны. Их мир устроен четко и слаженно, как единый организм. В этом смысле муравейник напоминает утопическое общество, где каждый знает свое место, не задаваясь лишними вопросами. Но можно ли назвать такую жизнь идеальной? Свобода приносит людям радость, но приносит и боль. Муравьи избавлены от страданий выбора, но и от индивидуальности. Так что же лучше? Жить в мире предопределенности, где все ясно и просто? Или в мире свободы, полной неопределенности? Возможно, этот вопрос не имеет однозначного ответа, но он точно заставляет задуматься. Люди нередко сталкиваются с экзистенциальными кризисами. Мы внезапно начинаем сомневаться в правильности выбранного пути, теряем прежние ориентиры и ищем новый смысл жизни. Кто-то меняет профессию, кто-то уезжает в другую страну, а кто-то погружается в философские размышления о собственной незначительности. Для человека кризис – это возможность переосмыслить себя, но в то же время это период тревоги и нестабильности. Но если рассматривать муравейник как сложную и высокоорганизованную систему, возникает вопрос, может ли он переживать что-то подобное? Когда у муравьев наступает кризис? На первый взгляд, жизнь муравьев кажется абсолютно предсказуемой. Каждый исполняет свою функцию без сомнений и лишних вопросов. Рабочие добывают пищу, солдат охраняет территорию, матка откладывает яйца, никакой неразберихи, сомнений и поиска смысла. Но что происходит, когда привычный уклад нарушается? Все же муравейник может переживать кризисные ситуации. Например, потеря матки. В большинстве семей матка единственная, кто может откладывать яйца. Если она умирает, у муравейника есть несколько вариантов. Либо найти способ вырастить новую королеву, либо принять матку из другой семьи, либо погибнуть. Некоторые виды, такие как муравьи-жнецы Мессера,
после смерти матки полностью прекращают работать, постепенно умирая. Крах инфраструктуры, наводнение, нападение хищников или разрушение муравейника человеком – все это может привести к полному хаосу. Муравьи начинают бесцельно метаться, теряют координацию и могут даже атаковать друг друга. Однако со временем они адаптируются. Часть особей начинает искать новое место для гнезда, другие – спасать личинок и еду. Дефицит ресурсов. Если пропадает источник пищи, семья вынуждена менять стратегию. Например, муравьи-листорезы рода Атта могут начать выращивать другой вид грибка, а муравьи рода Эцетон перемещаться на огромное расстояние в поисках добычи. Разделение колонии или семьи. Иногда из-за перенаселения или внутренних конфликтов муравьи могут разделяться, формируя новые группы. Такой раскол может быть как успешной стратегией выживания, так и начало упадка муравейника. Эпидемии и болезни. В тесном муравейнике инфекции распространяются мгновенно, угрожая всей семье. Чтобы выжить, муравьи изолируют больных, дезинфицируют гнездо и меньше чистят зараженных, покрывая их антимикробным секретом. Это помогает сдерживать болезни и спасать семью. Во всех этих ситуациях поведение муравьев меняется. Они могут становиться агрессивными, действовать хаотично, временно терять эффективность. В этом смысле семья действительно проходит через кризисы адаптации, которые напоминают человеческие потрясения. Разница между человеком и муравьями в том, что люди осознают свои кризисы, рефлексируют и делают выводы, а муравьи действуют автоматически, следуя инстинктам и алгоритмам, заложенным природой. Однако, если рассматривать муравейник как единый организм, то можно увидеть нечто похожее на осознанное поведение. Муравьиная семья учится на ошибках, адаптируется и меняет стратегии. Более того, некоторые виды муравьев способны передавать информацию о кризисных ситуациях. Например, муравьи-древоточцы Компонотус могут заранее эвакуировать личинок, предчувствуя приближение опасности. Это заставляет задуматься. Если муравейник может анализировать окружающую среду, менять поведение и принимать коллективные решения, то можно ли считать его своеобразным разумом? Возможно, он не задумывается о смысле жизни, но он определенно умеет адаптироваться к новым вызовам, как и человек. Так есть ли у муравьев кризисы? Если понимать кризис как внутренний конфликт и осознание своей роли, то у муравьев его нет. Но если кризис – это период нестабильности, требующий пересмотра стратегии, то да, муравьиные семьи регулярно переживают подобные моменты. И все же, в отличие от людей, муравьи не задаются вопросами о своем существовании. Они просто действуют. Возможно, именно поэтому их цивилизация насчитывает более 120 миллионов лет эволюции. А люди все еще ищут смысл жизни. Хотя и смысл жизни – важный элемент нашего существования, и без него сложно жить. Человечество всегда пыталось найти баланс между индивидуальностью и коллективизмом. Мы стремимся к самовыражению, независимости, поиску смысла и личной реализации. Но этот путь не всегда бывает простым. Сомнения, внутренние конфликты, страхи и неопределенность – все это сопровождает нас в процессе поиска собственной идентичности. А как живут муравьи? Их общество построено не на индивидуальности, а на абсолютной гармонии. Каждый муравей исполняет свою роль, строго следуя заложенным инстинктам. И вся семья функционирует как единое целое. Нет места личным амбициям, страхам или раздумьям. Муравьи не задаются вопросами вроде «какова моя цель в жизни?» или «что будет, если я пойду другим путем?». Их существование – это исполнение предопределенной роли на благо всей семьи. Можно ли на основании этого утверждать, что муравейник – это совершенная форма организации жизни? Как бы ни казалась привлекательной такая гармония, отсутствие выбора и свободы делает их существование более ограниченным. Муравьи не могут выбирать свой путь. Не могут бросить свою роль и попробовать что-то новое. Их жизнь – это бесконечное следование предначерченному пути. Но, возможно, в этом и заключается ключ к их успеху. Может ли отсутствие выбора делать их существование менее ценным? Это вопрос, который требует размышлений. В то время как люди переживают экзистенциальные кризисы, пытаясь найти смысл в жизни, муравьи просто принимают свою роль. Возможно, именно в этом и заключается истинная свобода – способности не терзаться вопросами о смысле, а просто действовать, следуя общей цели. Не в поисках чего-то нового, а в сосредоточении на том, что уже есть, и на том, что необходимо для выживания целого. Некоторые ученые утверждают, что такой подход позволяет муравьям добиваться потрясающих результатов. Например, муравьи строят сложнейшие гнезда, организуют эффективные системы добычи пищи, решают задачи с организацией ресурсов и даже ведут войны. Они создают что-то гораздо большее, чем каждый из них поодиночке, и делают это с удивительной слаженностью. Это они имеют свойство эмерджентности. Муравьи, как и многие другие социальные насекомые, живут по принципу антиперсонального существования. Это означает, что в их мире нет места индивидуальной значимости. Каждый муравей важен не сам по себе, а как часть чего-то большего. Он действует на благо целого, выживание семьи. Это своего рода коллективное бессмертие, где каждый индивид играет свою роль,
но его личное существование не имеет значения вне контекста общего блага. В этом плане муравьиный мир по-своему идеален. Отсутствуют внутренние противоречия, ведь каждый муравей, следуя своей роли, способствует процветанию всей семьи. Если подумать, то такая форма организации может дать нам ценные уроки. В человеческом обществе часто бывает так, что личные интересы и амбиции ведут к конфликтам и разрушению. Может быть, муравьиная система – это напоминание о том, что, отдавая часть своих усилий ради общего блага, можно создать нечто гораздо более стабильное и долговечное. Возможно, вместо бесконечного поиска личной свободы и смысла стоит сосредоточиться на служении общему делу. А может, наоборот, это отдаляет нас от муравьев, делает нас людьми. Что можно извлечь из жизни муравьев? Мы часто оцениваем ее с точки зрения того, что в ней нет – свободы выбора, независимости, самореализации. Но может быть именно в отсутствии этих элементов и заключается секрет их успеха. Муравьи не ищут смысл в жизни, потому что они уже нашли его в поддержании жизни своей семьи. Их коллективное бессмертие возможно благодаря полной самоотдаче каждого муравья ради общего блага. Возможно, именно в этом и есть ответ на вопрос, который мучает человека. Можно ли достичь истинного счастья, если отказаться от бесконечного поиска смысла и сосредоточиться на служении более важной цели? Правда, тогда появится следующий вопрос. А как без смысла найти эту цель? Человечество всегда стремилось к вечности. Мы мечтаем о том, чтобы оставить след в истории, создать что-то великое, что будет переживать нас. Мы строим памятники, пишем книги, разрабатываем технологии, чтобы наши достижения продолжали жить и вдохновлять будущие поколения. Эта жажда бессмертия лежит в основе многих человеческих стремлений. Но что происходит, если взглянуть на муравьев и их общество? Эти маленькие существа не оставляют после себя памятников и не стремятся к сохранению индивидуальности. У них нет памятников к величию их колонии или семьи, или свидетельств достижений, как у людей. Они не размышляют о прошлом и будущем. Их жизнь сосредоточена исключительно на выполнении текущих задач. Однако, если посмотреть на это с другой стороны, можно увидеть, что муравьиные семьи все же обладают неким временем, которое не ограничено индивидуальной жизнью. Муравейники и их популяции существуют веками, и их принцип работы остается стабильным. Конечно, отдельные муравьи умирают, их гнезда могут быть разрушены или перестроены, но сама структура жизни, основанная на четкой иерархии и сотрудничестве, остается неизменной. В каком-то смысле муравьиные сообщества действительно можно считать бессмертными, но не в том смысле, в котором бессмертны человеческие цивилизации. Мы понимаем бессмертие как сохранение индивидуальной личности, как личный след в истории, который продолжает жить и влиять на мир. У муравьев же бессмертие выражается не через индивидов, а через сохранение структуры. Если одна семья гибнет, то она может быть заменена другой, и так до бесконечности. Важно не то, что одна матка может умереть, а что принцип ее существования, целеустремленность и система взаимодействия между муравьями остаются. Это можно назвать коллективным бессмертием. Даже если каждое поколение муравьев живет всего несколько месяцев, сама идея существования муравейника как системы сохраняется. Так же, как и человеческие цивилизации создают структуры и институты, которые переживают своих создателей, муравьи также создают системы, которые могут продолжать функционировать независимо от конкретных особей. Таким образом, муравьи и человеческие цивилизации сталкиваются с вопросом вечности по-разному. Для людей бессмертие связано с личной памятью и достижениями, которые остаются после них. Мы стремимся построить что-то великое, что будут помнить будущие поколения, чтобы подтвердить собственную значимость и место в истории. Мы существуем в контексте личной идентичности и бессмертия через признание или через биологическое отсутствие смерти для нашего организма. Для муравьев же вечность проявляется в структурном продолжении их общества. Каждая отдельная особь краткосрочна, но благодаря совместным усилиям и взаимозависимости они продолжают существовать. Бессмертие муравьев выражается не в сохранении личности, а в сохранении принципов существования семьи. Чему человечество может научиться у муравьев? Может быть, не так важен наш индивидуальный след в истории, как важна способность создавать систему, которая будет продолжать существовать и после нас. В этом смысле муравьи показывают нам, что вечность не обязательно связана с личной памятью, а скорее с сохранением структур и целостных систем, которые служат общему благу. Итак, муравьи, несмотря на свою кажущуюся непримечательность и отсутствие личных достижений, могут быть настоящими мастерами вечности. Они показывают нам, что бессмертие возможно через сохранение принципов и устойчивых систем. Муравьи открывают перед нами совершенно другой взгляд на жизнь. В отличие от нас, они не задаются вопросами о смысле существования. Вместо этого их мир – это мир строгого порядка и сотрудничества, где каждый муравей знает свою роль и выполняет ее с максимальной отдачей. Семьи продолжают жить и процветать, несмотря на смену поколений и даже потерю отдельных особей. Это в какой-то степени демонстрирует удивительную гармонию
которое невозможно без отказа от личных амбиций и беспокойства о будущем. Но стоит ли нам стремиться к их гармонии? Что важнее, свобода выбора, которая приносит сомнения, страдания и поиски смысла, или же гармония внутри системы, как у муравьев? Может быть, настоящий смысл жизни – это не бесконечный поиск, а умение найти свое место в мире и быть частью чего-то большего? Или же наоборот, поиск смысла – это именно то, что делает нас, людей, уникальными среди других существ на планете? Этот вопрос оставляется вам.